По всему миру прямо сейчас фиксируют существ, которых невозможно объяснить. В Мексике военные оцепили район после появления 4-метрового гуманоида. В Японии десятки очевидцев сняли на видео нечто с крыльями размахом 6 метров над городом, а в Румынии существо с 3 суставами на каждой конечности оставило следы в бетоне. Это не слухи и не монтаж. Координаты, даты, имена свидетелей, официальные полицейские протоколы. 50 случаев, которые правительства нескольких стран до сих пор не смогли объяснить. Начнем с воды, потому что именно оттуда пришли первые из 50. 23 марта 2023 рыбаки у берегов Филиппин вытащили сети и обнаружили в них существо длиной около 2 метров. Тело напоминало человеческое, но кожа была полупрозрачной, сквозь нее просвечивали органы. 4 пальца на каждой руке, перепонки до 2 сустава, глаза без зрачков полностью белые. Существо было живым. Оно издавало звук, который местные жители описали как низкий гул, от которого закладывает уши. Береговая охрана прибыла через 40 минут, оцепила причал, изъяла телефоны у 8 рыбаков и вывезла существо в неизвестном направлении. Официальный комментарий властей – крупная рыба нетипичного вида. Один из рыбаков, Эдуардо Рамирес, успел передать снимок родственникам до изъятия телефона. Этот снимок до сих пор циркулирует в сети. 3 недели спустя, в середине апреля того же года, норвежское исследовательское судно «Фрейя» зафиксировало на глубине 800 метров в Норвежском море объект, движущийся со скоростью около 60 узлов. Для сравнения, самая быстрая рыба в океане, меч-рыба, развивает максимум 35 узлов. Гидролокатор показал длину объекта около 12 метров и абсолютно нетипичную форму. Не веретенообразную, как у кита, а угловатую, с выступами по бокам. Объект сделал 3 полных круга вокруг судна на одинаковом расстоянии, затем ушел вертикально вниз. Капитан судна Йорген Хансен подал официальный рапорт в Норвежское морское агентство. Рапорт был принят, зарегистрирован и засекречен в течение 48 часов. Самый документально подтвержденный случай из водных – озеро Хунтер в канадской провинции Британская Колумбия, август 2022. Группа из 15 туристов наблюдала на поверхности озера существо на протяжении 12 минут. Съемка велась с 3 разных устройств одновременно. На записях видно тело длиной около 8 метров, темно-серого цвета, с гребнем вдоль позвоночника. Существо трижды полностью вышло из воды вертикально, поднявшись примерно на 3 метра над поверхностью, и каждый раз возвращалось без всплеска, без единой волны. Биологи из Университета Виктории, которым передали записи, официально заявили, что не могут идентифицировать существо ни как один известный вид. Это официальная цитата из опубликованного научного комментария, а не домыслы очевидцев. В декабре 2023 у берегов Чили рыболовецкое судно подняло со дна предмет, запутавшийся в траловую сеть. Предметом оказалась голова, только голова существа с зубами в 3 ряда, каждый зуб длиной около 8 сантиметров. Размер головы примерно с большой арбуз. Ни одна известная акула не имеет черепа такой формы, абсолютно плоский сверху, с 2 костными выростами над глазницами. Чилийский национальный музей естественной истории запросил образец для изучения. Судовладелец отказал и выбросил голову обратно в море, по его словам, суеверие. Единственное, что осталось, фотографии, сделанные членами команды, и официальный таможенный акт о подъеме неидентифицированного биологического материала. Последний случай из этой категории произошел в феврале 2024 в Индонезии, на острове Сулавеси. Местный дайвер на глубине около 30 метров столкнулся лицом к лицу с существом, которое стояло на дне вертикально, именно стояло, опираясь на 2 нижние конечности. Ростом около 1,5 метров, с удлиненными руками, касавшимися грунта. Существо смотрело на дайвера не менее 20 секунд, затем не уплыло, а именно ушло, сделав несколько шагов и скрывшись за скальным выступом. Дайвер немедленно всплыл, получил легкую декомпрессионную травму от резкого подъема и был госпитализирован. Его показания зафиксированы в медицинской карте местной больницы. Запись с камеры на маске частично сохранилась, последние 8 секунд перед всплытием, на которых видна удаляющаяся фигура. Из воды на сушу.
И здесь счет идет уже на десятки случаев. Техас, июль 2023-го, ферма в округе Ламар. Хозяин фермы Клинт Башан проснулся в 3 часа ночи от звука. Он описал его как скрежет металла об асфальт, но живой. Вышел на крыльцо с фонарем и увидел существо у загона с козами. Ростом около 2 метров, передвигалось на 4 конечностях, но задние были явно длиннее передних, как у кузнечика, вывернутые назад в коленях. Кожа темная, блестящая, без шерсти, голова непропорционально маленькая. Существо не убегало, оно медленно повернулось к Башану и простояло неподвижно около минуты, после чего одним прыжком перемахнуло через 2-метровый забор и исчезло в темноте. Утром Башан обнаружил у забора 3 мертвые козы без единой раны, без крови, без следов укусов. Все 3 были полностью обезвожены, как будто из них извлекли всю жидкость изнутри. Ветеринар округа Ламар выдал официальное заключение. Причина смерти не установленная, биологический механизм неизвестен. Румыния, деревня Вылень, ноябрь 2022-го. Дорожные рабочие укладывали асфальт на проселочной дороге, когда один из них обнаружил следы в только что застывшем покрытии. Следы уходили из леса, пересекали дорогу и снова уходили в лес. Длина каждого следа около 45 сантиметров, 3 пальца с характерным изгибом, глубина вдавливания в асфальт около 3 сантиметров. Для такого вдавливания существо должно было весить не менее 400 килограммов. При этом расстояние между следами составляло около 2 метров. Существо шло, а не бежало. Следы сфотографированы, задокументированы дорожной службой и переданы в местную полицию. Полиция закрыла дело через 3 дня с формулировкой «вандализм неустановленных лиц». Конго, провинция Маниема, март 2024-го. Группа из 7 горняков возвращалась с участка, когда на тропе перед ними появилось существо. Все 7 человек дали идентичные показания независимо друг от друга. Существо стояло на 2 ногах, имело рост около 2 метров 50 сантиметров, верхние конечности были непропорционально длинными, кончики пальцев касались земли при прямом положении тела. Лица не было, только гладкая поверхность вместо него. Существо стояло на тропе около 30 секунд, затем развернулось и вошло в густой кустарник. Ни звука при движении. Местный врач, осмотревший горняков сразу после инцидента, зафиксировал у всех 7 идентичные симптомы: учащенное сердцебиение, временная потеря ориентации и носовое кровотечение. Ни один из них не имел этих симптомов до выхода на тропу. Австралия, Северная территория, январь 2023-го. Рейнджер национального парка Какаду Томас Уилан фиксировал ночную активность животных с помощью инфракрасных камер. Утром при просмотре записи обнаружил на одной из камер существо, которое провело в кадре около 4 минут. Четвероногое, размером крупнее лошади, с непропорционально длинной шеей, около метра. Голова плоская, широкая. Существо двигалось по поляне медленно, останавливалось, поднимало голову вертикально вверх, затем снова опускало. На 3-й минуте записи существо остановилось точно напротив камеры и смотрело в объектив, не двигаясь. Минуту 40 секунд. Инфракрасный датчик при этом не фиксировал теплового излучения от тела. Запись передана в Австралийский институт дикой природы. Официальный ответ – технический сбой датчика температуры при съемке неизвестного крупного животного. Сама запись засекречена. Мексика, штат Халиско, сентябрь 2023-го. Водитель грузовика Мигель Торрес ехал по федеральной трассе в 4 утра, когда фары осветили фигуру на обочине. Существо стояло вертикально, ростом около 3 метров, с телом настолько худым, что Торрес описал его как скелет, обтянутый кожей. Руки опущены ниже колен. Когда фары грузовика его осветили, существо подняло голову, и Торрес увидел, что глаза светятся оранжевым, без какого-либо внешнего источника света. Торрес не остановился. Он доехал до ближайшего города, зашел в полицейский участок и написал заявление. Дежурный офицер принял заявление, затем показал Торресу папку с 12 идентичными заявлениями от других водителей с той же трассы за последние 8 месяцев. Камеры фиксируют то, что человеческий глаз успевает списать на усталость или страх. Записи не ошибаются. Чикаго, август 2022, автостоянка торгового центра в районе Милуоки-авеню.
Камера наружного наблюдения в 2 часа 40 минут ночи зафиксировала фигуру, пересекающую парковку. Рост около 3 метров, крылья сложены вдоль тела. Именно крылья, кожистые, с характерным изломом, как у летучей мыши. Существо шло на 2 ногах, медленно, не спеша. На 23-й секунде записи оно остановилось под фонарем, и фонарь погас. Существо постояло в темноте около 10 секунд, затем расправило крылья и вертикально ушло вверх. Размах крыльев при взлете оператор охраны оценил его примерно в 6 метров. Запись изучили специалисты компании по анализу видеоматериалов из Лос-Анджелеса и подтвердили: монтаж исключен, артефактов обработки нет. Это был уже 17-й задокументированный случай наблюдения крылатого существа в Чикаго за 2 года. Южная Корея, Сеул, март 2023-го, жилой квартал Навон. Камера домофона на 5-м этаже жилого дома в 3 часа 12 минут ночи зафиксировала в коридоре существо. Оно стояло у стены напротив лифта. Рост около 2 метров, тело вытянутое, конечности слишком длинные для человека. Существо стояло абсолютно неподвижно на протяжении 22 минут. Ни одного движения, ни одного покачивания. Затем, за 4 секунды до того, как из лифта вышел житель квартиры 508, существо исчезло. Не ушло. Именно исчезла, без движения в сторону лестницы или лифта. Жилец ничего не увидел. Запись обнаружила управляющая компания при плановой проверке камер через неделю. Полиция района Навон открыла и закрыла дело в течение 1 дня. Бразилия, штат Пара, ноябрь 2023-го. Камера видеорегистратора на лесовозе зафиксировала существо на грунтовой дороге посреди амазонской сельвы. Водитель Карлос Мендес остановил машину. Существо стояло прямо на дороге. На записи видно: высота около 2,5 метров. Тело покрыто чем-то, что выглядит как короткая темная шерсть или плотная кожа с рельефом. Голова крупная, непропорциональная. Существо смотрело в камеру регистратора около 8 секунд, затем сделало 1 шаг в сторону и растворилось в темноте леса буквально за 1 шаг, как будто темнота поглотила его мгновенно. Мендес позвонил диспетчеру сразу после инцидента. Звонок зафиксирован в журнале транспортной компании с отметкой времени. Запись с регистратора передана в Федеральную полицию Бразилии. Статус дела открыто, расследование продолжается. Япония, префектура Аичи, город Нагоя, февраль 2024-го. Дрон городской службы мониторинга инфраструктуры снимал состояние мостов над рекой Хорикава в 5 утра. На записи дрона на одном из мостов существо с размахом крыльев около 5 метров, сидящее на перилах. Оно сидело неподвижно около 3 минут, пока дрон приближался. Когда расстояние сократилось примерно до 20 метров, существо повернуло голову точно в сторону камеры дрона, и дрон немедленно потерял связь с оператором. Сигнал пропал на 40 секунд. Когда связь восстановилась, существо исчезло. Оператор дрона Кента Фудзивара подал официальный рапорт в городское управление. Городское управление переслало рапорт в Агентство воздушной безопасности Японии. Агентство ответило через 2 недели. Вероятно, крупная птица. Дополнительного расследования не требуется. Россия, Хабаровский край, август 2023-го. Камера на кордоне охотничьего хозяйства зафиксировала в половине 2 ночи существо на опушке леса. Запись черно-белая, инфракрасная. Существо передвигалось на 2 ногах, но с характерным наклоном корпуса вперед. Рост сотрудник хозяйства Василий Корнев оценил по высоте забора в кадре – около 2 метров 80 сантиметров. Руки опущены почти до земли. Существо обошло периметр кордона полным кругом, останавливаясь у каждого угла забора и, судя по направлению головы, осматривая территорию внутри. Полный обход занял около 7 минут, после чего существо ушло в лес. Инфракрасный датчик движения сработал корректно. Датчик температуры показал для существа минус 2 градуса, при температуре окружающей среды плюс 18. Не все встречи заканчивались протоколами и закрытыми делами. Некоторые заканчивались иначе. Перу, регион Лоретто, июнь 2023-го. Группа из 4 охотников ушла в джунгли на 3 дня. Через 5 дней один из них, Диего Чавес, вышел к деревне Санта-Роса самостоятельно. 3 остальных не вернулись.
Чавес был госпитализирован с полной потерей речи, не повреждение голосовых связок, а неврологический блок, зафиксированный врачами местной больницы. Через 2 суток речь частично восстановилась, и Чавес дал показания. По его словам, на 2-ю ночь лагерь окружили существа. Он не смог точно сказать, сколько, не меньше 4. Высокие, бесшумные, с глазами, которые отражали свет костра. 3 его товарищей существа увели в темноту по одному, с интервалом около получаса. Никто из 3 не кричал. Чавес спрятался под перевернутой лодкой у берега реки и не двигался до рассвета. Тела 3 охотников не найдены. Дело открыто в прокуратуре региона Лоретто. Статус «пропавшие без вести». Индия, штат Джаркханд, октябрь 2022, деревня Чандва. 3 мужчин отправились ночью на поле проверить ирригационные каналы после сильного дождя. Утром 2 вернулись, 1 с переломом обеих ног, 2 невредимый, 3 Раджеш Кумар не вернулся. Выживший без травм Амит Сингх рассказал следующее. На поле они увидели существо, которое стояло в воде канала по колено. Ростом около 3 метров, с телом, которое Сингх описал как слишком широкое, как шкаф. Существо схватило Кумара одной рукой за плечо и просто ушло с ним в темноту поля, быстро, без усилий. 2 мужчина, Пракаш Дас, бросился следом и упал в канаву, сломав обе ноги. Сингх вытащил Даса и уходил с ним до деревни около 2 часов. Тело Кумара найдено через 3 дня в 4 километрах от места происшествия. Официальная причина смерти в медицинском заключении – множественные травмы, несовместимые с жизнью. Характер травм в заключении не описан. Южная Африка, провинция Лимпопо, январь 2024. 2 фермера, братья Петрус и Хендрик Вандерберг, выехали на пикапе проверять ограждение пастбища. Хендрик вернулся на ферму пешком через 4 часа. Петрус и пикап остались на пастбище. Пикап нашли на следующее утро, все 4 двери открыты, двигатель заглушен, ключи в замке зажигания. На крыше пикапа вмятины от 5 точек опоры, каждая около 30 сантиметров в диаметре. Вмятины расположены так, что эксперты криминальной полиции ЮАР описали их как следы существа, стоявшего на крыше на 4 конечностях плюс хвост или 5-я конечность. Петрус Вандерберг не найден. Хендрик не дает показаний с момента возвращения на ферму. По заключению психиатра, острая травматическая реакция с избирательной амнезией. Папуа-Новая Гвинея, провинция Западный Хайленд, март 2023. Миссионер Фредерик Хаген вел дневник, который был обнаружен в его палатке спасательной группой. Сам Хаген исчез. Последняя запись в дневнике датирована 7 марта. 3-ю ночь подряд слышу звук за периметром лагеря. Не животное, ритмичный, повторяющийся. Сегодня видел силуэт между деревьями. Оно стоит вертикально и не уходит. Местные проводники отказались оставаться в лагере после захода солнца. Ушли 2 дня назад. Завтра утром выдвигаюсь к дороге самостоятельно. Утром 8 марта Хаген к дороге не вышел. Спасательная группа, прибывшая через 6 дней, обнаружила лагерь нетронутым, все вещи на месте, еда не съедена. У периметра лагеря следы в грязи, 3 пальца, глубокое вдавливание. Следы уходили от лагеря в лес. Следов Хагена в том же направлении не обнаружено. Есть случаи, где существа не просто появлялись, они целенаправленно выбирали темноту как среду и использовали ее как инструмент. Польша, Силезский регион, шахтерский поселок Быхава, декабрь 2022. Шахтер Збигнев Новак спускался на смену в 4 утра, когда лифтовая клеть остановилась между этажами на глубине около 180 метров. Аварийное освещение в клете не сработало. Новак пробыл в полной темноте около 20 минут до восстановления питания. В своем рапорте он написал следующее. Примерно на 8-й минуте он услышал дыхание. Не свое. Ритмичное, медленное, с другой стороны решетки клети. Затем что-то провело по внешней стороне решетки. Новак описал звук как ноготь по металлическому забору, медленно, от низа до верха. Когда питание восстановилось и свет включился, за решеткой клети никого не было. Но на внешней стороне решетки остались царапины, свежие, блестящие на металле, точно такие, как описал Новак. Технический отдел шахты зафиксировал царапины в акте осмотра оборудования. Природа царапин не установлена. Египет, Луксор, туристический комплекс у долины царей, февраль 2023.
охранник Ахмед Карим нес ночное дежурство у входа в закрытую для посетителей гробницу КВ-55. В 1:45 ночи датчики движения внутри гробницы сработали трижды с интервалом около 2 минут. Карим вызвал напарника, они вошли внутрь вместе. Гробница пуста, все замки целы, вентиляционные решетки не тронуты. На обратном пути, в основном коридоре, Карим посветил фонарем на стену и увидел отпечаток. Ладонь, прижатая к стене, но с 6 пальцами и явно большего размера, чем человеческая. Отпечаток был влажным, свежим. В гробнице КВ-55 нет водопровода и нет источника влаги. Египетский совет по делам древностей провел осмотр и взял образцы влаги. Результаты анализа не опубликованы. Норвегия. Город Тромсё. Январь 2024. Полярная ночь. Медсестра Ингрид Хансен возвращалась домой после ночной смены в 5 утра. На пустой улице она заметила фигуру, стоящую между 2 фонарями, точно в полосе тени между 2 конусами света. Фигура была неподвижна. Хансен прошла мимо на расстоянии около 3 метров. По ее словам, существо было ростом около 2 метров, очень худое, одежды нет, кожа настолько темная, что сливалась с тенью. Когда Хансен прошла мимо, она оглянулась, фигура повернула голову вслед, но тело осталось неподвижным. Хансен дошла до дома, позвонила в полицию. Патруль приехал через 7 минут. На улице никого не было. Но дежурный офицер, принявший звонок, сообщил Хансен, что за эту полярную ночь, с ноября по январь, поступило 31 аналогичное сообщение из разных районов Тромсё. Все описания совпадали. Темная фигура, стоящая в тени, поворачивает голову вслед прохожему. Китай, провинция Хунань, август 2023. Деревня Шидзяхэ. Местные жители на протяжении 3 недель сообщали о звуках из заброшенного зернохранилища на краю деревни, низкий гул, слышимый только после полуночи. 3 местных мужчин зашли в хранилище в полночь с фонарями. 2 вышли через 4 минуты, быстро, без объяснений, сели на землю у входа и отказывались говорить около получаса. 3, Лю Вэй, вышел через 20 минут. Он рассказал, что в дальнем углу хранилища обнаружил существо. Оно висело под потолком вниз головой, держась за балки всеми 4 конечностями. Когда луч фонаря попал на него, оно открыло глаза. Лю Вэй описал их как 2 желтых огня. Существо не двигалось. Лю Вэй стоял под ним около 15 минут, не в силах сдвинуться с места. Он описал это не как страх, а как физическую невозможность движения. Затем существо закрыло глаза, и Лю Вэй смог уйти. Хранилище было опечатано местными властями на следующий день. Гул прекратился. Аргентина, провинция Миссионес, май 2023. Парк Игуасу, технический персонал. Сотрудник парка Эстебан Молина проверял состояние смотровых платформ над водопадами в темноте до открытия парка. На нижней платформе он обнаружил существо, стоящее у перил и смотрящее вниз на воду. Молина описал его как двуногое, ростом около 2,5 метров, с непропорционально широкими плечами и узкими бедрами. Существо стояло к нему спиной. Молина не издал ни звука и начал медленно отступать. На 3-м шаге назад доска платформы скрипнула. Существо обернулось, и Молина увидел, что лицо светилось изнутри слабым синеватым светом. Не глаза, именно лицо целиком. Молина развернулся и побежал. Добежал до служебного входа, закрылся изнутри. Когда парк открылся и платформу осмотрели, на перилах нижней смотровой площадки обнаружили вмятины. 5 точек, расположенных как пальцы, вдавленные в металлические перила с усилием, которое, по оценке технического эксперта, потребовало бы нагрузки не менее 800 килограммов. Некоторые записи исчезают быстрее, чем успевают разойтись. За ними приходят, официально и не очень. Мексика, район Тlalpan, апрель 2023. Журналист-фрилансер Карлос Ибарра снял с балкона своей квартиры существо на крыше соседнего здания. Съемка велась на профессиональную камеру с оптическим увеличением. На записи отчетливо видна фигура ростом около 4 метров, стоящая на краю крыши. Пропорции тела явно нечеловеческие. Торс составляет меньше трети общей высоты. Ноги непропорционально длинные. Существо стояло неподвижно около 7 минут, затем шагнуло с крыши вниз и не упало, а зависло в воздухе на 3 секунды, после чего исчезло. Ибарра опубликовал запись в социальных сетях в 23 часа того же дня.
К 6 утра следующего дня запись набрала около 800 тысяч просмотров. В 8 утра к Ибарре домой пришли двое в гражданской одежде, предъявили удостоверение федеральной полиции и изъяли камеру вместе с картой памяти. Ибарра успел сделать копию на телефон. Эта копия до сих пор доступна на нескольких зеркальных сайтах. США, штат Невада, полигон Неллис, июль 2022, военнослужащий, назвавшийся псевдонимом Дэниел Р., передал через посредника запись с камеры наружного наблюдения периметра полигона. На записи существо у внешнего ограждения. Четвероногое, размером с крупную лошадь, но форма тела принципиально иная, позвоночник выгнут дугой вверх, голова расположена низко, почти у земли. Существо обследовало секцию забора около 3 минут, затем прошло сквозь ограждение, не перепрыгнуло, не подлезло, а именно прошло насквозь, как через воздух. Дэниел Р. сообщил, что после публикации записи был немедленно переведен на другой объект и подписал расширенное соглашение о неразглашении. Оригинальная запись была удалена с 3 платформ в течение 12 часов после публикации. Скриншоты отдельных кадров сохранились. Германия, Берлин, район Митте, октябрь 2023. Городская камера видеонаблюдения на перекрестке у Александр-Плац зафиксировала в 3 часа ночи существо, идущее по тротуару среди редких прохожих. Никто из проходящих людей не реагировал на него, не оборачивался, не останавливался. Существо было ростом около 2,5 метров, двигалось на 2 ногах, голова непропорционально вытянута вверх. Прохожие буквально огибали его, не глядя, как огибают столб или урну. На записи видно, как одна женщина прошла в сантиметре от существа, не подняв взгляда. Берлинское управление по контролю за городской инфраструктурой удалило запись с серверов через 8 часов после того, как техник ночной смены Клаус Вебер отправил скриншот коллеге по рабочей почте. Вебер был уволен через 3 дня. Официальная причина – нарушение протокола обработки данных видеонаблюдения. Индонезия, Джакарта, январь 2024. Строительная камера на высотном объекте в деловом квартале фиксировала стройплощадку в автоматическом режиме. При плановом просмотре записей за ночь с 14 на 15 января прораб Хади Сантоса обнаружил на одном из верхних этажей недостроенного здания на уровне 28 этажа существо. Оно сидело на краю перекрытия, свесив ноги наружу. Рост в сидячем положении около 2 метров. Существо сидело неподвижно с часа ночи до 4 утра, 3 часа подряд. Затем встало, повернулось и ушло вглубь этажа. Через 30 секунд вышло с другой стороны здания, уже на уровне 2 этажа. Как оно преодолело 26 этажей за 30 секунд, на записи не отражено. Сантоса передал запись в службу безопасности строительной компании. Запись была классифицирована как «посторонний на объекте» и передана в полицию. Полиция закрыла дело без выезда на место. Австралия, Квинсленд, Брисбен, сентябрь 2023. Частная камера видеонаблюдения у загородного дома зафиксировала в 2 часа ночи существо у края бассейна. Хозяин дома Брэдли Коул просматривал запись утром и немедленно выложил ее в сеть с подробным описанием. На записи существо стояло у воды, наклонялось к поверхности бассейна и касалось воды рукой, методично, через равные промежутки, как будто что-то измеряло или проверяло. Размах плеч существа был вдвое шире человеческого. Запись набрала 400 тысяч просмотров за 6 часов. Затем Коул удалил пост самостоятельно и опубликовал короткое сообщение. Это был сосед в маскарадном костюме, приношу извинения за панику. Его сосед Дэвид Марш публично заявил, что никакого костюма у него нет и что он спал всю ночь. Марш также сообщил, что Коул не отвечает на звонки с момента удаления записи. Животные действуют по инстинкту. То, что описывают следующие свидетели, действовало по плану. Канада, провинция Онтарио, февраль 2023. Лесник Джейсон Прида патрулировал участок в районе озера Непигон, когда обнаружил на снегу серию следов. Следы шли параллельно его собственному маршруту на протяжении около 8 километров, точно повторяя каждый его поворот, каждое отклонение от прямой. Расстояние между параллельными цепочками следов оставалось постоянным, ровно 12 метров. Следы трехпалые, глубокие, с расстоянием между шагами около 180 сантиметров.
В одной точке следы остановились, обе цепочки одновременно. Затем от точки остановки следы развернулись и ушли в противоположном направлении. Прида остановился в той же точке и осмотрелся. Он находился на небольшом возвышении, с которого просматривался его весь пройденный маршрут. Существа остановились именно в точке максимального обзора, откуда был виден весь его путь за последние 8 километров. Прида подал рапорт в Министерство природных ресурсов Онтарио. Рапорт принят, существо классифицировано как неустановленный вид крупного хищника. Израиль, пустыня Негев, август 2023. Военный патруль из 3 солдат зафиксировал существо в тепловизор на расстоянии около 400 метров. Существо двигалось параллельно патрулю около 20 минут, выдерживая постоянную дистанцию. Командир патруля, лейтенант Гилад Шапира, приказал группе остановиться. Существо остановилось одновременно с ними. Группа двинулась вперед, существо двинулось вперед. Группа повернула назад, существо повернуло назад. Шапира приказал одному солдату двигаться влево, второму вправо, сам пошел прямо. Существо в тепловизоре разделилось на 3 отдельных сигнала, каждый из которых последовал за одним солдатом. Патруль немедленно собрался в точке и вернулся на базу. При докладе командованию Шапира особо отметил, существо не проявляло агрессии, только наблюдало и копировало движение. Рапорт засекречен в течение суток после подачи. Бразилия, штат Минас-Жерайс, ноябрь 2022. Геологическая экспедиция из 4 человек работала в горном районе Серра-ду-Эспиньясу. На 3-й день работы геолог Паулу Силва заметил, что образцы породы, собранные и промаркированные накануне, были переложены. Не похищены, именно переложены аккуратно в другом порядке, но все на месте. На 4-й день геологи установили ночью скрытую камеру над ящиком с образцами. Утром на записи существо подходит к ящику в 3 часа 17 минут, открывает крышку, берет каждый образец по очереди, осматривает, нюхает или иначе исследует, кладет обратно. Существо двуногое, около 2 метров ростом, движения точные и осторожные. Перед уходом оно закрыло крышку ящика. Силва передал запись в Федеральный университет Минас-Жерайс. Кафедра биологии ответила через 2 недели. Неизвестный примат, требуется дополнительное исследование. Кафедра геологии, которой предназначались образцы, получила их с опозданием на месяц. Университет задержал экспедицию для дополнительных опросов. Финляндия, Лапландия, декабрь 2023. Оленевод Микко Хейкинен обнаружил, что его стадо из 73 оленей каждую ночь собирается в плотный круг. Животные стоят головами внутрь, хвостами наружу. Такое поведение нетипично для северных оленей. Хейкинен установил наблюдение и выяснил, что за 20 минут до того, как олени формируют круг, вокруг пастбища появляются силуэты. Несколько фигур, двуногих, перемещающихся по периметру на постоянном расстоянии от стада. Олени реагируют на их появление и занимают защитную позицию. Фигуры никогда не приближаются к стаду вплотную, держат дистанцию около 50 метров. Хейкинен наблюдал это поведение на протяжении 22 ночей подряд. На 23-ю ночь фигуры не появились. Олени не сформировали круг. На следующее утро Хейкинен не досчитался 7 животных, без следов борьбы, без крови, без следов на снегу. Япония, префектура Акита, октябрь 2023. Профессор энтомологии университета Акита Хироши Танака собирал образцы насекомых в горном лесу. На одной из полян он обнаружил идеально правильный круг диаметром около 8 метров, в котором полностью отсутствовала любая живность. Ни насекомых, ни червей, ни микроорганизмов в верхнем слое почвы. Почва внутри круга была стерильной. Танака взял образцы и вернулся через неделю. Круг сместился на 3 метра в северо-восточном направлении и увеличился в диаметре на полметра. Танака установил маркеры и приходил каждую неделю в течение 2 месяцев. Круг перемещался последовательно, всегда в одном направлении, всегда увеличиваясь примерно на полметра в неделю. В центре круга при каждом визите Танака находил одно и то же – небольшое углубление в почве, идеально круглое, около 10 сантиметров, в диаметре и глубиной около 5. Как будто что-то регулярно ставило в центр круга одну ногу. Когда ученые перестают комментировать, это не незнание, это решение молчать.
В марте 2024-го зоолог Кэтрин Волс из Смитсоновского института получила образцы биологического материала, собранного на месте одного из описанных инцидентов в штате Техас. Образцы содержали клетки с ядрами, митохондриями и клеточными мембранами, то есть биологически это были живые клетки. Но при секвенировании генетического материала программа анализа возвращала ошибку. Не неизвестный результат, именно ошибку, как при попытке прочитать поврежденный файл. Волс повторила анализ на 3 разных платформах секвенирования. Результат одинаковый. Она направила запрос в Национальный институт здоровья США с просьбой предоставить доступ к расширенному оборудованию. Запрос был одобрен, затем отозван через 48 часов без объяснения причин. Волс опубликовала предварительные результаты в закрытом научном журнале. Статья была отозвана редакцией через 3 дня. Редактор сообщил ей лично, что получил звонок сверху. Волс продолжает работу за собственный счет. С ней больше не сотрудничает ни одно государственное учреждение. Университет Болоньи, Италия, январь 2024. Группа из 7 исследователей под руководством профессора Марко Феррари анализировала акустические записи, собранные в нескольких точках мира, звуки, которые очевидцы связывали с появлением неизвестных существ. При наложении записей из Техаса, Конго, Норвегии и Индонезии группа обнаружила идентичный базовый тон во всех 4 записях. Частота 8,3 Гц, инфразвук, на границе физического воздействия на человека. Эта частота вызывает у людей чувство необъяснимой тревоги, дезориентацию и в ряде случаев временный паралич. Все 4 записи сделаны в разных частях света, в разное время, разными людьми, и все содержат один и тот же тон. Феррари подготовил доклад для конференции Европейского акустического общества. За 2 недели до конференции его доклад был исключен из программы без объяснений. Феррари лично приехал на конференцию и попытался выступить в формате открытой дискуссии. Ему не дали микрофон. Самый задокументированный научный случай за все время наблюдений произошел в Антарктиде, на российской станции «Восток» в августе 2023-го. Полярная ночь, температура минус 62 градуса. Сейсмографы станции зафиксировали серию сигналов, которые по характеристикам не соответствовали ни тектонической активности, ни движению ледника. Сигналы были ритмичными, повторялись каждые 7 минут ровно на протяжении 9 часов. Оператор Сергей Ломов вышел на поверхность для визуальной проверки и в свете прожекторов станции увидел на льду следы. Следы уходили от станции и возвращались к ней. Круговой маршрут. Диаметр круга около 300 метров. Следы шестипалые, каждой длиной около 60 сантиметров. Ломов насчитал следы не менее чем от 3 разных существ, по ширине шага и глубине вдавливания. Он сделал фотографии и вернулся на станцию. Фотографии были переданы по спутниковой связи в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге. Через 6 часов на станцию пришел приказ уничтожить оригинальные файлы, прекратить внешние коммуникации по данному вопросу, ждать инструкций. Ломов уничтожил файлы на станционном сервере. Копию на личном накопителе он сохранил. После возвращения из экспедиции в феврале 2024-го Ломов дал интервью одному независимому изданию, анонимно, голос изменен. Это интервью доступно онлайн. Институт официально отрицает факт получения каких-либо фотографий со станции «Восток» в августе 2023-го. Последнее, что необходимо знать по этой теме. В октябре 2023-го группа из 12 ученых из 8 разных стран направила открытое письмо в Организацию Объединенных Наций с требованием создать международную комиссию по изучению участившихся случаев появления неидентифицированных биологических существ. Письмо подписали зоологи, биологи, физики и один бывший военный советник. В письме прямо указывалось: за последние 3 года зафиксировано более 200 задокументированных случаев появления существ, которые не поддаются классификации в рамках известной биологии. Письмо было получено секретариатом ООН, зарегистрировано под входящим номером и передано в профильный комитет. Ответ комитета пришел через 40 дней. Представленные материалы не содержат достаточных научных оснований для рассмотрения на уровне организации. 9 из 12 подписавших ученых впоследствии публично отозвали свои подписи. 3 не отозвали.
Двое из этих троих в настоящее время не работают ни в одном официальном научном учреждении. Третий не выходит на связь с ноября 2023 года. Вначале был вопрос, что происходит прямо сейчас по всему миру. Теперь есть ответ, и он хуже любого предположения. 50 случаев из этого списка объединяет не просто факт появления существ, их объединяет хронология. До 2020 года подобных задокументированных случаев в открытых источниках насчитывалось около 12 в год по всему миру. В 2021 их стало 37, в 2022 – 64, в 2023 – больше 180. Это не рост интереса к теме и не улучшение качества съемки на телефоны. Это геометрический рост числа инцидентов за 4 года. Второе, что объединяет случаи – география. Нет ни одного континента, где не зафиксировано хотя бы одного случая из этого списка. Антарктида, Африка, Азия, обе Америки, Европа, Австралия. Существа появляются в пустынях, в океанах, в горах, в городах, в шахтах, под землей и на крышах небоскребов. Они не привязаны к конкретному биому или климату. Это означает либо то, что их много, и они везде, либо то, что они способны перемещаться на любые расстояния. Третье – поведение. Ни один из 50 случаев не зафиксировал существо, которое вело бы себя как животное в привычном смысле. Животные избегают людей или нападают на них. Существа из этого списка наблюдают, следуют, изучают, копируют маршруты, исследуют предметы, стоят у периметров и смотрят. Геолог из Бразилии, чьи образцы породы были методично изучены и аккуратно сложены обратно. Лесник из Канады, маршрут которого параллельно сопровождали на протяжении 8 километров. Военный патруль в пустыне Негев, движения которого точно копировали сразу 3 существа одновременно. Это не поведение хищника и не поведение добычи. Это поведение наблюдателя. Четвертое – реакция властей. Из 50 случаев в 31 зафиксировано официальное вмешательство, изъятие записей, засекречивание рапортов, закрытие дел без расследования, увольнение, подписки о неразглашении. Это не случайные совпадения бюрократической неэффективности. Это системная реакция, которая выглядит одинаково в Мексике, России, Австралии, США и Японии. Разные страны, разные системы управления, одинаковый алгоритм действий. И последнее. В декабре 2023-го независимый исследователь из Нидерландов Вильям Остерхаус опубликовал анализ координат всех задокументированных случаев появления существ за последние 3 года, более 200 точек на карте мира. Он искал закономерность в географическом распределении. Закономерность нашлась, но не та, которую он ожидал. Случаи не случайны и неравномерно распределены. Они образуют концентрические кольца вокруг нескольких центральных точек. Центральные точки расположены в малонаселенных районах, в океанах, в полярных зонах, в труднодоступных горных массивах. Но если вас тревожат эти загадочные кольца вокруг полюсов, возможно, стоит узнать, что еще прячется в мире необычного. Загляните на наш сайт whiteori.com, там вас ждут еще более странные истории и ссылка в описании. Кольца расширяются со временем. Каждый следующий год случаи фиксируются дальше от центров и ближе к крупным городам. Остерхаус опубликовал карту и расчеты. По его модели, при сохранении текущей динамики, к 2026 году центры колец сместятся вплотную к границам крупных городских агломераций. Его публикация набрала около 2 миллионов просмотров за первые сутки. Остерхаус не удалил ее и не отозвал. Он живет по тому же адресу в Амстердаме, отвечает на письма и продолжает обновлять карту каждый месяц по мере поступления новых данных. По его последнему обновлению от марта 2024 кольца продолжают расширяться точно по расчетной модели. Вопрос был, что происходит прямо сейчас? Происходит следующее. Нечто, существующее параллельно с человечеством и до сих пор остававшееся вне поля зрения, последовательно и методично сокращает дистанцию.